Требуется дедушка для мальчика, оплата договорная, и ниже написан номер телефона. Совсем обнаглели эти богатенькие. Федор Иванович негодовал, прочитав это объявление в интернете. Мало что у них личные няни, водители, повара, домработницы, теперь еще и дедушек нанимают. Федор Иванович искал работу. Совсем он обнищал с этой пенсией, и думал он не столько о своем благосостоянии, сколько о верном друге, собаке Байкале. Старенький пес, как и сам Федор Иванович, требовал медицинской поддержки, да и корма для животных не дешевеют. А Байкал – пес внушительных размеров и кушает поболее самого хозяина. Да еще Иванович подкармливал брошенных дачниками собак, потому как жил он на своей старой даче, уступив квартиру дочери Полине, которая никак не могла устроить свою личную жизнь. Но старик не жаловался. Ему даже нравилось жить на даче. Никакой суеты, опять же лес, речка рядом, а воздух такой, хоть ложкой ешь. Да вот только все денежные запасы старика были исчерпаны, и он решил найти себе посильную работу. Думал пойти сторожевать, да не тут-то было. Если раньше на этих должностях старики работали, то теперь тут работают молодые да сильные парни от всяких охранных фирм. И чего они там охраняют, что такие молодчики к объектам приставлены? Спрашивал старик Байкала. На таких парнях пахать надо, а они сидят там, да в телефонах играют. Байкал смотрел на Федора Ивановича умными глазами, и старику казалось, что он слышит ответ Байкала. «Не знаю, Иванович, да и что это за охрана без собаки?» Никакой подходящей работы на сайте для стариков не было, и Федор Иванович вернулся к объявлению «Требуется дедушка для мальчика». Решил позвонить этому странному работодателю. Старик хорошо прокашлялся, чтобы голос не казался таким уж старым и скрипучим, и набрал номер, указанный в объявлении. Работодатель сразу же откликнулся на звонок. Это был женский голос, такой, что старику показалось, что ему ответила девочка. «Анастасия Михайловна слушает вас. Я по объявлению. Я правильно понимаю, что вы на работу хотите принять дедушку?» «Все правильно. В 18 вас устроит встреча?» Услышал Федор Иванович. «Да. Тогда называйте адрес, я к вам подъеду». Старик назвал адрес и, нажав отбой телефона, кинулся наводить порядок в своем домике. На участке у него всегда был порядок. Потом помылся, побрился, надел свой новый спортивный костюм и стал поджидать Анастасию Михайловну. К 18:00 к домику Федора Ивановича подъехал черный джип, и из него вышли мужчина крепкого телосложения и миниатюрная женщина. Старик повел гостей в дом и предложил чай с вареньем. За чайком-то беседа повеселее ладится. «Я с удовольствием выпью чаю, тем более с домашним вареньем. А давайте будем пить чай в вашем саду. Я там столик со скамейками видела». Чай был крепким, варенье ароматным, а беседа теплой. «Я специально приехала к вам, чтобы взглянуть на вас в домашней обстановке. На первый взгляд меня все в вас устраивает. Вы не пьющий, опрятного вида. В доме и в саду у вас порядок, а значит и в голове порядок. Расскажите немного о себе». «Рассказывать особо нечего», – начал Федор Иванович. «Человек я простой, закончил школу, ушел в армию, в погранвойсках служил. Там полюбил собак, и теперь по жизни я не могу без них. Из армии пришел, пошел на завод фрезеровщиком и всю жизнь работал на этом заводе. Женился, родилась дочь, жили хорошо, ладно. 2 года как схоронил свою Нину. Остались мы с дочерью вдвоем. Дочь Полина работает учителем рисования в школе. Пенсия маленькая, нам с Байкалом не хватает. Вот и решил искать работу. У меня к вам вопрос, Анастасия Михайловна. Зачем вам дедушка? Думаю, при вашем материальном положении вы могли бы для мальчика нанять нянек, учителей или как там, гувернеров. В няньках мой Миша уже не нуждается. Ему 9 лет. Беда у нас, Федор Иванович. Миша инвалид, передвигается на коляске.
Родился мой сыночек нормальным ребенком. Все хорошо было. Да только вот что случилось. Начну, пожалуй, сначала. Родился Миша без отца. Ничего не получалось у меня с мужчинами. Не смогла я найти человека, за которого пошла бы замуж. А годы подпирают. И я решила родить ребенка. Отец Миши даже не подозревает о существовании сына. Я так решила, чтобы не было всяких проблем, которые бы мешали нормально жить нам с сыном. «А кто с вами приехал? Не муж?» – поинтересовался старик. «Водитель. Так вот, все было хорошо. У меня стремительно развивался бизнес, моя мама помогала растить Мишу, и няня тоже была. В школу он пошел, хорошо подготовленный, и, окончив 1 класс, я Мишу с мамой отправила на отдых. На отдыхе случилась беда. На глазах у моего ребенка умерла моя мама. Сердечный приступ. У Миши был шок, стресс на этой почве, у него отказали ноги. Врачи никакой патологии не находят. У каких только медицинских светил мы не консультировались. Ничего определенного мы не услышали. Все ссылаются на стресс ребенка, и пойдет ли Миша вновь или нет, неизвестно. Некоторые неврологи говорят, что, возможно, получив еще какой-либо стресс, то есть толчок, который может помочь Мише стать на ноги, а может такой толчок и ухудшить положение. Ну вот и все. А Мише, я считаю, нужен рядом мужчина с жизненным опытом. Не теперешние молодые мужчины, а именно такой, как вы. Ведь он никогда не имел доверительного общения со взрослым мужчиной, а ему это ой как нужно. Ну как, вы согласны, Федор Иванович? Согласен. С утра у Миши занятия по школьной программе, а к 14:00 Миша будет вас ждать. Водитель будет приезжать за вами и в 20:00 отвозить вас домой. Вас устроит такое время? Да, устроит. Ой, а об оплате? Сколько бы вы хотели за ваш труд? Ну, я не знаю. 3000 в день. Вас устроит? Конечно. А немного ли это? Засомневался Федор Иванович. Это нормально. И, попрощавшись, Анастасия Михайловна уехала. Федор Иванович в таком напряжении был, что даже устал от беседы с Анастасией и не мог поверить, что за работу дедушкой он будет получать такие деньги. Ну что, Байкал, живем, а как оно будет, завтра узнаем. Такого богатства Федор Иванович отродясь не видывал, разве что в кино. Он даже как-то оробел, и ему страшновато было ступать по блестящему паркету. «Здравствуйте, меня Тоня зовут, я домработница. А вы, так я понимаю, Федор Иванович?» «Да», — тихо сказал старик. «Да вы не робейте, хоть тут и богато, однако отношения простые, все по-людски. Миша, Федор Иванович приехал». Миша выехал на коляске навстречу старику и, улыбаясь, протянул руку. Старик пожал худенькую руку ребенка и сказал: «Можешь меня дедушкой Федей называть, или дедом Федором, или Федором Ивановичем». «Разберемся», — по-взрослому ответил Миша. «А я Мишка, Миша, Михаил. Только не называйте меня Мишаня, не люблю». «Идет», — сказал старик. Федор Иванович с Мишей общались, как будто они друг друга давно знали. Мальчику было все интересно, и как молодой солдатик Федя служил в армии и задерживал нарушителей границы, и рассказы о служебных и неслужебных собаках. Старик рассказал о том, что из армии он пришел со своим верным другом, овчаркой Каратом, с которым он охранял границу. На момент дембеля молодого солдатика Федора Карата списали, и Федор забрал его с собой. С тех пор в жизни Федора Ивановича всегда были собаки. «И сейчас у вас есть собака?» – спросил Миша. «Да, мой преданный друг Байкал». «Федор Иванович, а вы меня познакомите с ним?» «Ну, конечно, если мама разрешит». «Что тут маму упоминают?» В комнату вошла улыбающаяся Анастасия. «Мама, у Федора Ивановича есть собака Байкал. Мне бы с ним познакомиться». «Непременно познакомишься».
Время Федора Ивановича с Мишей пролетело незаметно. Мальчику все было интересно, а старику интересно с Мишей, ведь своих внуков у него не было, а в этом возрасте старикам нужно общение с детьми. Дети и старики на одной волне и очень хорошо понимают друг друга. Анастасия Михайловна, я как-то растерялся и не спросил, что входит в мои обязанности, спросил Федор Иванович. Анастасия видела, в каком приподнятом настроении находился ее сын. Она не прогадала со стариком и решила, что нужно упростить отношения начальник-подчиненный. Федор Иванович, зовите меня Настей, и никаких обязанностей у вас нет. Приходите к нам не как на работу, а как к своим близким людям, если это возможно. Общайтесь с Мишей так, как бы вы общались со своим внуком. Я рада, что вы с Мишей нашли общий язык. Это нетрудно. Миша очень любознательный мальчик, и мне есть что ему рассказать. Прошло 3 месяца, как Федор Иванович был при должности дедушки. Чем дольше Иваныч работал дедушкой, тем сильнее он прикипал к Мише, и Миша тем же отвечал старику. Домработница Тоня в шутку стала называть их «не разлей вода», а они и не были против, только улыбались словам Тони. Федор Иванович всюду сопровождал Мишу, и в бассейн, где у мальчика были индивидуальные занятия, и на реабилитацию, и на прогулки. Они не надоедали друг другу, а когда у Федора Ивановича были выходные, Миша звонил ему и просил: «Федор Иванович, скучно без вас. Может, вы приедете?» «Миша, ты же мужик, понимать должен, что Байкал скучает по мне, да и домашние дела кое-какие поднакопились. Вот если бы я мог к вам приехать, я бы помогал вам с Байкалом, играл, ему бы не было скучно. Федор Иванович, а можно мне к вам приехать?» «Конечно, приезжай, если мама позволит». И мама позволила. Она сама привезла Мишу, и с ними приехала Тоня. Тоня принялась за уборку в доме старика, и как он не упорствовал, она, улыбаясь, мыла, терла, скребла и приговаривала: «Давно тут женских рук не было, поэтому, Федор Иванович, вы уж позвольте навести порядок, а вы вон гостей развлекайте, чайку попейте, да Мишу с Байкалом знакомьте». Байкал, хоть и старый пес, но с удовольствием играл с мальчиком. У Миши-то тоже возможности были ограничены. Вот они и нашли друг друга. Выходной день прошел чудесно. «Спасибо вам за гостеприимство, Федор Иванович. А нам пора и честь знать. Пора ехать. Да вон и Тоня уже закончила уборку», — сказала Анастасия. «Мама, здесь так здорово. Можно я останусь у Федора Ивановича с ночевкой? Я уеду, а Байкал скучать будет». Глаза мальчика сияли, щеки пылали румянцем. Мать видела, как счастлив ребенок в компании старика и Байкала. «Настя, пусть Миша остается. Завтра ведь воскресенье. Водитель может завтра за ним приехать. Если уж не доверяете старику, пусть и Тоня остается. Места всем хватит», — поддержал мальчика Федор Иванович. Миша так умоляюще смотрел на мать, и Тоня тоже вставила свое веское слово. «Анастасия Михайловна, если надо, я останусь. Пусть малец порезвится на свежем воздухе, а то все в городе да в городе, а завтра вечером за нами машину пришлете». «Ну что мне с вами делать? Оставайтесь». Ура! Миша покатился по дорожке, а Байкал прыгал и резвился, забыв о том, что он уже старый пес. Так повелось, что Миша почти каждый выходной проводил с Федором Ивановичем. Тоня оставалась очень редко, потому как основная работа не терпит ее отсутствия. Мужской союз старика и мальчика был настолько крепок, что они вдвоем не скучали, да и Байкал не давал им скучать. Однажды, таким же выходным днем, вечером Федору Ивановичу стало плохо. Чай не молод. Время от времени организм дает сбои и оповещает неприятными звоночками. «Миша, что-то мне плохо. Наверное, давление поднялось. Пойду приму лекарство, да прилягу. А ты покорми Байкала, а я немного отлежусь, и мы поужинаем с тобой». Миша покормил Байкала, и когда заехал в комнату старика,
увидел, что Федор Иванович лежит, глаза его закрыты, одна рука свисает до пола, и ему показалось, что старик не дышит. «Дедушка Федя, не умирай!» — закричал Миша, резко подскочил с кресла, сделал несколько шагов к Федору Ивановичу и у кровати упал на колени. Федор Иванович подскочил, как ошпаренный. «Господи, Миша, что случилось?» — испугался старик. Миша и плакал, и смеялся. «Дедушка, я испугался. Думал, что ты умер». «Ну-ну, Миша, наверное, лекарство так подействовало, и я задремал. А ты что, сам дошел ко мне?» «Не знаю. Наверное. Не помню. Я очень испугался». «А ну, давай-ка я тебя подниму, и мы попробуем сделать несколько шагов. Не бойся, Миша, я тебя буду держать». Старик поднял мальчика и осторожно повел его. Сделав несколько шагов, Миша, улыбаясь, посмотрел на Ивановича. «Дедушка Федя, я иду, сам иду. Я немного устал. Можно я немного посижу, но только не в этом инвалидном кресле. А потом мы еще немного походим». Вечером, в воскресенье, когда Анастасия приехала за сыном, открыв калитку, увидела, что инвалидная коляска пуста и сиротливо стоит в стороне, а по дорожке, ведущей к дому, осторожно идет Миша, поддерживаемый Федором Ивановичем в сопровождении Байкала, и ведут свои нескончаемые беседы. «Ты, Мишка, скоро будешь бегать, как все пацаны. Мы с Байкалом старенькие, за тобой не угонимся», — подбадривал Федор Иванович мальчика. «А я буду потихоньку бегать. Ты, дедушка и Байкал — мои самые лучшие друзья, и поэтому зачем мне от вас убегать? Дедушка, а почему ты Байкала назвал Байкалом?» «Потому что у этого пса душа чистая, как вода в озере Байкал». Анастасия смотрела вслед этой троице и плакала, боясь нарушить их идиллию. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.